Тема «Философия Возрождения». Как утверждал философ-математик поэт Джордано Бруно, мудрая душа не боится смерти, скорее она иногда стремится к смерти, она идет дальше, чтобы встретить ее, и все же вечность поддерживает свою субстанцию во времени, безмерность во всем пространстве, универсальную форму во всем движении. По поводу Джордано Бруно он был арестован в Венеции и выдан инквизиционному суду в Риме. Джордано Бруно отказался отречься от своих учений и после 7-летнего тюремного заключения был сожжен на костре, как еретик и нарушитель монашеского обета. В 1889 году на месте казни в Риме ему был воздвигнут памятник. Обозначение «философия Возрождения» в философии Ренессанса используется учеными интеллектуальной истории для выделения периода между 1355 и 1650 годами, даты сдвигаются вперед для Центральной и Северной Европы, для Испанской Америки, Индии, Японии и Китая под европейским влиянием, для которого характерны неприятие официальной католической религиозности и интерес к человеческой личности. Тексты древнегреческих и римских философов были переосмыслены, и в то же время происходил разрыв со схоластическими веяниями. Философия Возрождения пересекается со средневековой философией, позднее Средневековье, на которую в XIV и XV веках оказали влияние такие деятели, как Альберт Великий. Альберт Великий – средневековый немецкий философ, теолог, ученый. Энциклопедические знания Альберта позволили ему оставить богатое наследие в таких областях знаний, как логика, ботаника, география, астрономия, минералогия, зоология, психология, френология, химия и алхимия. Впервые выделил в чистом виде мышьяк. Альберт Великий ввел в европейскую науку знания, подчеркнутые в сочинениях древнегреческих философов и арабских ученых. Он проводил собственные исследования природных явлений, затмения, кометы, вулканы, горячие источники, а также флоры и фауны. Фома Аквинский. Фома Аквинский – итальянский философ и теолог, канонизирован католической церковью как святой систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель церкви. Фома Аквинский сформулировал 5 доказательств бытия Бога. Признавая относительную самостоятельность естественного бытия и человеческого разума, утверждал, что природа совершается в благодати, разум в вере. Философское познание и естественная теология, основанная на аналогии сущего, сверхъестественном откровений. Марсилий Падуанский, средневековый схоласт, политический философ, теоретик светского государства. В своем трактате «Защитник мира» Марсилий теоретически обосновывает необходимость разделения власти на законодательную и исполнительную, хотя основную часть его труда занимает обоснование отделения церкви от государства. Уильям Оккам. Про Уильяма Оккама есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Уильям Оккам, английский философ, сторонник крайнего номинализма, считал, что существует только индивидуальное, а универсалии существуют только благодаря абстрактному мышлению в человеческом уме, а помимо этого не обладают никакой метафизической сущностью. Считается одним из отцов современной эпистемологии и современной философии в целом, а также одним из величайших логиков всех времен. Также философия Возрождения пересекается и с философией нового времени, которая традиционно начинается с Рене Декарта и его публикации «Рассуждения о методе» в 1637 году. Про Рене Декарта есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Рене Декарт – французский философ, математик, механик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма, физики, предтеча рефлексологии. Философы обычно рассматривают этот период менее тонко, переходя сразу от средневековой философии к философии нового времени, исходя из предположения, что никаких радикальных сдвигов не происходило за столетия непосредственно до Декарта. Однако историки-интеллектуалы в дополнение учитывают такие факторы, как структура, источники, подходы, аудитории, языки, литературные жанры и так далее. По сути, структура, источники, методы и темы философии эпохи Возрождения имели много общего с философией предыдущих веков. После восстановления значительной части аристотелевских трудов в XII и XIII веках стало ясно, что в дополнение к уже известным трудам Аристотеля по логике существовало еще множество других трудов, связанных с естественной философией, моральной философией и метафизикой. Эти области обеспечили структуру учебной программы по философии в университетах.
Средневековые лекции по физике состояли из чтения физики Аристотеля, уроки моральной философии включали Никомахову этику Аристотеля, часто его политику. К метафизике подходили через изучение его метафизики. Предположение о том, что труды Аристотеля были основополагающими для понимания философии, не ослабевало во время Возрождения, которое знаменовалось расцветом новых переводов, комментариев и других интерпретаций его работ. С точки зрения метода, философия рассматривалась в эпоху позднего Средневековья как предмет, требующий тщательного изучения со стороны людей, обученных техническому словарю предметов. К философским текстам и проблемам обычно подходили с помощью университетских лекций и вопросов, вопросы из которых возникали в чем-то похожие на современные дебаты, разговоры, рассматривали плюсы и минусы конкретных философских позиций или интерпретаций. Они были одним из краеугольных камней схоластического так называемого метода. Этот стиль продолжал иметь сильное влияние в эпоху Возрождения. Споры Пико делла Мирандолы, например, напрямую зависели от этого стиля. Джованни Пико делла Мирандола, итальянский мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма. Учитывая замечательный масштаб аристотелевской философии, можно было обсуждать всевозможные темы. Аристотель непосредственно рассматривал такие проблемы, как приобретается знание, повадки животных, свобода воли, как добродетель связана со счастьем и так далее. Косвенно он стимулировал дискуссии по двум вопросам, которые особенно волновали христиан: бессмертие души и вечность мира. Все это по-прежнему представляло значительный интерес для средневековой философии и для мыслителей эпохи Возрождения, но мы увидим, что в некоторых случаях предлагаемые решения существенно отличались из-за изменения культурных и религиозных ландшафтов. Установив, что многие аспекты средневековой философии были характерны для эпохи Возрождения, теперь будет полезно обсудить, в каких областях происходили изменения. Будет использована та же схема, что и выше, чтобы показать, какие можно обнаружить удивительные различия. В эпоху Возрождения произошло значительное расширение материала. Платон стал известен благодаря многочисленным латинским переводам в Италии XV века, кульминацией которых стал чрезвычайно влиятельный перевод его полного собрания сочинений Марсилио Фичино во Флоренции в 1484 году. Марсилио Фичино – итальянский философ-гуманист, астролог, католический священник, основатель и глава Флорентийской Платоновской академии. Один из ведущих мыслителей раннего Возрождения, наиболее значительный представитель флорентийского платонизма, направления, связанного с возобновлением интереса к философии Платона. Петрарка. Франческо Петрарка – итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского проторенессанса. Не мог читать Платона напрямую, но он очень восхищался им. Петрарка был большим поклонником римских поэтов, таких как Вергилий и Гораций, и не только. Не все гуманисты эпохи Возрождения последовали его примеру во всем, но Петрарка способствовал расширению канона своего времени. Языческая поэзия ранее считалась легкомысленной и опасной, что происходило и в философии. В XVI веке любой, кто читал Платона и Аристотеля, пытались, насколько это было возможно, не всегда очень успешно, примирить их друг с другом и с христианством. Комментарий Доната Ачайоли к этике Аристотеля, впервые опубликованный в 1478 году, был достаточно успешным в этом. В нем прекрасно сочетались три традиции. Доната Ачайоли – флорентийский ученый, государственный деятель, философ, гуманист эпохи Возрождения, математик, писатель, переводчик. Другие течения античной философии также вновь вошли в мейнстрим, но редко это имело место для эпикуризма. Эпикуризм – философское учение, исходящее из идей Эпикура и его последователей. Согласно ему, высшим благом считается наслаждение жизнью, которое подразумевает отсутствие физической боли и тревог, а также избавление от страха перед смертью и богами, представляющимся безразличными к происходящему в мире смертных, которое в значительной степени было карикатурным и рассматривалось с подозрением. Пиранизм и академический скептицизм вернулись благодаря такому философу, как Мишель де Монтень. Про Монтэня есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Мишель де Монтень – французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты». А неостоицизм, эклектическое философское течение, возникшее в конце 17 века с претензией объединения христианской философии и стоицизма, стоический ренессанс так называемый, стал популярным благодаря трудам Юста Липсия. Юст Липси – нидерландский гуманист, историк, филолог, знаток классической латыни, философ, основоположник неостоицизма. К началу 21 века Юст Липси стал восприниматься как один из наиболее влиятельных философов и политических авторов конца 16-17 веков, предвосхитивших отчасти идеи глобализма. Во всех этих случаях невозможно отделить языческие философские доктрины от христианского фильтра, через который к ним подходили и делали, так сказать, легитимными.
то время как в целом аристотелевская структура оставалась на месте, происходили интересные события и сильная напряженность. Например, в философии морали позиция, последовательно занимаемая Фомой Аквинским и его многочисленными последователями, заключалась в том, что ее три подполя – этика, экономика, политика – были связаны с постепенно расширяющимися сферами – личность, семья и сообщество. Политика, думал Фома, важнее этики, потому что она заботится о благе большего числа людей. Эта позиция подвергалась все большему напряжению в эпоху Возрождения, поскольку различные мыслители утверждали, что этика – наиболее важная часть морали. Другие важные фигуры, такие как Петрарка, подвергли сомнению все предположения о том, что теоретические аспекты философии были более важными. Он настаивал, например, на ценности практических аспектов этики. Позиция Петрарки, выражена сильно в его оскорблении собственного невежества и невежества многих других, важна. Она отражает убеждение о том, что философия должна руководствоваться риторикой, что цель философии, следовательно, не столько в том, чтобы раскрыть истину, сколько в том, чтобы побудить людей стремиться к добру. Эта точка зрения, столь типичная для итальянского гуманизма, может легко привести к сведению всей философии к этике, что напоминает Сократа, Платона и Цицерона. Итальянские гуманисты оспаривали превосходство схоластики. Как мы видели, они верили, что философию можно взять под крыло риторики. Они также считали, что научному дискурсу их времени необходимо вернуться к элегантности и точности его классических моделей. Поэтому они попытались одеть философию в более привлекательное одеяние, чем их предшественники. В 1416-17 годах Леонардо Бруни, выдающийся гуманист своего времени, канцлер Флоренции, перевел этику Аристотеля на более плавную классическую латынь. Он надеялся передать элегантность греческого языка Аристотеля, а также сделать текст более доступным для тех, кто не имел философского образования. Другие, например, Жак Лефевр в Париже в 1490-х годах, пытался угодить гуманистам, включив в свои комментарии к Аристотелю привлекательные исторические примеры или цитаты из поэзии, избегая стандартного схоластического формата вопросов. Движущей силой убеждения было то, что философию следует освободить от ее технического непонятного языка, чтобы больше людей могли ее изучать и читать. В то же время были подготовлены всевозможные резюме и диалоги, посвященные философским вопросам. Гуманисты также поощряли изучение Аристотеля и других писателей древности в оригинале. Эразм Роттердамский, великий голландский гуманист, крупнейший ученый Северного Возрождения, прозванный князем гуманистов, подготовил одно из изданий греческого оригинала Нового Завета с комментариями, положил начало мирскому критическому исследованию текста священных писаний, способствовал возвращению культурный обиход литературного наследия античности, писал преимущественно на латыни. Даже подготовил греческое издание Аристотеля, и в конце концов тем, кто преподавал философию в университетах, пришлось по крайней мере притвориться, что они знают греческий. Существует лишь несколько примеров диалогов или переводов работы Аристотеля на итальянский язык в XV веке. Однако, как только было установлено, что итальянский язык обладает литературными достоинствами и что он может выдержать вес философских дискуссий, начали появляться многочисленные усилия в этом направлении, особенно начиная с 1540-х годов. У Александра Пикколамини была программа по переводу и перефразированию всего Аристотеля. Алессандро Пикколамини – итальянский писатель, драматург, поэт, переводчик, гуманист, философ и астроном. Другими важными фигурами были Бенедетто Варки, итальянский гуманист и писатель XVI века, Джамбаттиста Джелли. Все они активно работали во Флоренции. Предпринимались также усилия по изложению доктрин Платона. Этот подъем народной философии, который предшествовал картезианскому подходу, представлял собой новую область исследований, контуры которой только сейчас начинают проясняться. Очень трудно обобщить то, как менялись дискуссии на философские темы в эпоху Возрождения. Главным образом, потому что для этого требуется подробная карта периода, чего пока что нет. Можно сказать, что споры о свободе воли продолжали разгораться, например, в знаменитых перепалках между Эразмом и Мартином Лютером. Мартин Лютер – немецкий христианский богослов, инициатор реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма, лютеранства, один из создателей немецкого литературного языка, что испанские мыслители все больше увлекались понятием благородства. Более ранние истории, возможно, уделяли излишнее внимание заявлениям Пьетро Помпонаци о бессмертии души как вопросу, который не мог быть решен философски в соответствии с христианством. Пьетро Помпонаци – итальянский философ-схоласт периода ренессансного реализма, представитель философской школы александристов или речи Пикколо де Мирандо о достоинстве человека.
Но не нужно забывать, что большинство философов того времени были в основном связаны с религией, что XVI век был свидетелем реформации. Реформация – широкое религиозное общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI – начала XVII века, направленное на реформирование католической церкви, и что философия Возрождения достигает кульминации в период 30-летней войны с 1618 по 1648 год, один из смертоносных периодов. Религия имела огромное значение в тот период, и вряд ли можно изучать философию, не помня об этом. Что касаемо связи с религией, это относится в частности к философии Фичино, который, переосмыслив Платона, надеялся, что очищенная философия приведет к религиозному обновлению в его обществе, и поэтому превращал неприятные аспекты философии Платона во что-то духовное. Фичино и его последователи также интересовались скрытым знанием. Следует отметить, что, как и любой другой момент в истории мысли, философию Возрождения нельзя считать чем-то совершенно новым. Историки называют этот период Ренессансом, чтобы указать на возрождение древних, особенно классических взглядов источников отношения к литературе и искусству. В то же время мы понимаем, что любое перераспределение средств ограничено и даже обусловлено современными проблемами и предубеждениями. Для рассматриваемого здесь периода это ничем не отличалось. Старое смешивалось с новым и изменялось новым. Нельзя претендовать на революционно новую отправную точку в философии, но во многих отношениях синтез христианства, аристотелизма и платонизма был разорван.